Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам очередное новое пополнение своей коллекции фильмами на физических носителях. То есть на Blu-ray и 4К. В сегодняшнем видео будет 30 изданий, большая часть из которых будут иностранные. И начать я хочу, как обычно в предыдущих видео, с иностранных изданий с русским языком. Всего у меня появилось иностранных изданий с русским языком 4 за последний месяц. И первое издание — это фильм «Джуманджи. Зов джунглей». Это такой перезапуск этой франшизы. Точнее, даже не франшизы, но это этой серии. И здесь, в отличие от первого фильма, в котором все происходило в реальном мире, всякие звери вырывались в реальный мир из игры, то здесь наоборот попадают в мир игры, в данном случае компьютерный, но также Джуманджи. Здесь у нас снялись Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан. Такая вот обложка. Это итальянское издание. В этом итальянском издании русский язык присутствует на 4К диске, обычный Blu-ray диск без русского языка. Решил себе приобрести, собираюсь и приобрести третий фильм «Джуманджи. Новый уровень», но пока в коллекции вот эта часть, только «Джуманджи. Зов джунглей» в формате 4К. Далее еще одно иностранное издание с русским языком, которое давно хотело этот фильм, но российское издание было с проблемами воспроизведения, поэтому искал иностранное издание, и вот подвернулось такое иностранное издание. «Великолепная семерка». Это фильм 1960 года, один из самых кассовых иностранных фильмов советского проката. Попался в таком французском издании в формате диджибука. Диджибук, конечно, не сильно большой, всего 12 страниц, но все-таки диджибук. Открываем. И здесь Blu-ray диск с русским языком. Здесь там много дорожек, в том числе и русская. Видим такой вот герой данной картины. Далее здесь видим «Великолепная семерка». Здесь текст на французском. И видим кадры из картины. Еще кадры из картины и текст. Еще немного текста и кадров. И на этих страницах только кадры из картины. И здесь также в этом издании присутствует и DVD-диск, но он без русского языка. И под этим DVD-диском видим еще одного персонажа, еще одного героя данного фильма. Данная картина — это достаточно известный фильм, который сделан на основе фильма Акиры Куросавы «Семь самураев». И наконец-то удалось в коллекцию себе добавить этот фильм под названием «Великолепная семерка». Далее, также в формате Blu-ray, фильм, который также давно хотел, как и «Великолепную семерку». И этот фильм известный, культовый. Это картина под названием «Схватка», в котором снялись Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Том Сайзмер и еще известные некоторые актеры. И появился у меня в коллекции в таком вот польском издании, которое отличается от изданий из других стран с русским языком тем, что здесь присутствует такой вот слип, который, если снять этот слип, мы получаем стандартную обложку других изданий, но благодаря слипу издание выглядит интереснее. Здесь информация о фильме, и кадры здесь отличаются на слипе и на самом издании. И открываем
Здесь видим диск с накаткой по-английски, оригинальное английское название фильма «Хит», который имеет несколько значений. Вот и старались локализаторы данной картины передать, что у слова «хит» сразу несколько значений, поэтому выбирали такие слова. Например, по-польски фильм называется «Горячка». Такой вот фильм наконец-то появился. Фильм Майкла Манна с Аль Пачино и Робертом Де Ниро под названием «Схватка». Наконец, последнее иностранное издание с русским языком, которое появилось в коллекции. Это фильм режиссера Майка Николса под названием «Близость». Здесь снялись Джулия Робертс, Джуд Лоу, Натали Портман, Клайв Оуэн. Это британское издание, также с русским языком. Открываем. Это романтика. Здесь видим двух персонажей, двух героев данной картины. Здесь ничего под самим диском не видим. И такая вот рекламка других изданий от фирмы Sony и информация о преимуществах формата Blu-ray. Такое вот издание. Фильм Майка Николса «Близость». И это были все иностранные издания с русским языком, а все остальные издания, хотя нет, вспомнил еще про одно иностранное издание с русским языком. Это фильм под названием «Точка обстрела». Здесь, да, здесь по-русски написано. Здесь снялись Деннис Куэйд, Мэтью Фокс, Форест Уитакер, Сигурни Уивер и Уильям Хёрд. Но поворачиваем назад. И здесь написано по-украински, то есть это украинское издание данного фильма «Точка обстрела». Это такая вот накатка на английском языке, Vantage Point. Такой вот фильм еще один появился в коллекции с русским языком от Sony «Точка обстрела». Теперь все иностранные издания с русским языком все. Переходим к иностранным изданиям без русского языка. И начну с двух стилбуков. Первый стилбук это Venom 3. Последний танец. Третья часть Венома. В формате 4К. Удалось его получить. Очень задешево для стилбука. И вынимаем стилбук. Вынимаем стилбук. Такая вот техничка данного стилбука. И здесь такое вот изображение Венома, которое можно раскрыть. И видим полную картину. А внутри здесь у нас два диска. Blu-ray и 4К. Это французское издание, регион Б. И здесь обычный Blu-ray, залоченный регион Б. Дальше сейчас Sony начали так делать. И здесь внутри видим Эдди Брока на лошади, в которую вселился Веном. Такое вот издание. Там ничего интересного нету. Остальное, большая часть картинки на этой стороне представлена. Такое вот издание фильма «Веном. Последний танец». Третья заключительная часть этой трилогии. До этого у меня в коллекции уже были. То есть первая и вторая часть уже есть в коллекции. Первая часть у меня в формате Blu-ray представлена, точнее Blu-ray 3D плюс Blu-ray. Я ее покупал до того, как появился формат 4К у меня в коллекции. Аппарат, плеер. А этот фильм в формате 4К он апскейленный, поэтому пока не решил брать 4К себе в коллекцию, поэтому пока в коллекции первая часть Веном в формате обычном Blu-ray. И также есть в коллекции вторая часть, которая уже в России не выходила, но за рубежом в 2022 году выпустили на
4К и Blu-ray. И у меня такое вот скандинавское издание Venom 2. И в этом скандинавском издании русский язык присутствует на обоих дисках. То есть и на 4К есть русский язык в этом издании, и на обычном диске Blu-ray. Таких вот 3 фильма. Venom, Venom 2 и Venom 3, Последний танец. Теперь вся трилогия у меня есть в коллекции. Поэтому переходим к следующему фильму. И этот фильм под названием Супер 8. Также Steelbook 4К. Здесь издание чисто 4К. Такая вот техничка. Здесь открываем, видим другое изображение. Здесь только один диск. И здесь видим внутри изображение таких людей, которые смотрят на аварию, которая случилась. Такой вот фильм. Это американское издание. Режиссером данной картины выступил Джей Джей Абрамс, а в качестве продюсера выступил Стивен Спилберг. Фильм Супер 8. Такая вот картина. Это были 2 стилбука. А далее будут 3 фильма от Disney. Эти 3 фильма уже не выходили с русским нигде. То есть уже Disney ушел с российского рынка носителей. Поэтому решил взять иностранные издания данных фильмов без русского. И первый фильм это у нас «Холодное сердце 2». В таком вот издании для американской сети Target. Это интересное издание, коллекционное. Здесь есть техничка. Под техничкой видим такое вот изображение героев, идущих. Далее вынимаем из слипа. Здесь видим Эльзу, видим Анну. Видим других главных героев. Здесь 2 диска. Blu-ray, как обычно у Disney, по такому вот простом оформлении. Здесь видим горы. Далее 4К уже здесь есть персонажи. Анна и Эльза. Здесь видим уже персонажей за диском. И также в данном издании, что хорошо, есть помимо бумажки с кодом, есть также такая вот книжка, такой вот артбук, который, если перевернем, также будет у нас небольшой комикс. Сначала посмотрим с этой стороны, это артбук. Здесь предисловие. Далее информация об элементах этого фильма. Олаф. Далее персонажи. Видим, как они разрабатывались для данной картины. Эльза, Кристоф и Свен, Матиас, Елана. Еще другие персонажи, их арты. Далее другая информация о фильме. И закончилось у нас, артбук закончился у нас. Поэтому переворачиваем. И здесь у нас уже пойдет комикс. Небольшой. Графическая новелла. Поет песню в данном кадре. Достаточно длинный. И все.
последней странице этого комикса. Такое вот издание появилось в коллекции фильма «Холодное сердце». Так, засовываем обратно. Потом засуну бумажку. Такое вот издание фильма «Холодное сердце 2». Первая часть у меня, конечно же, в коллекции есть. Показывал его раньше видео. Это такое вот российское издание фильма «Холодное сердце» в формате Blu-ray. Здесь также есть бумажка. И такой вот внутренний арт с 3 персонажами данной картины. И теперь в коллекции есть оба фильма. «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2». Такие вот картины. Далее переходим к следующему фильму в похожем издании, но несколько проще. Это фильм под названием «Душа» от Pixar. Также издание для сети Target. Здесь уже снята техничка. Здесь информация об издании. Без технички выглядит так это издание. Здесь изображение есть. Открываем. Здесь у нас также есть 2 кадра. Здесь уже не диджипак, здесь обычный Амарей. Здесь 2 диска, бумажка с кодом. Точнее, здесь не 2 диска, а 3 диска. Диск 4К и диск Blu-ray с фильмом, а также диск Blu-ray с дополнительными материалами в данной картине. Ну и переходим к самому интересному в данном издании, что есть. Это так же, как в издании по «Холодному сердцу 2», в этом издании присутствует такой вот небольшой артбук. Здесь начало предисловия режиссера данной картины, а затем уже информация с концепт-артами персонажей данной картины, еще небольшим текстом. Далее информация о мирах данной картины. Нью-Йорк. Далее мир душ. Мир души. Далее еще другой мир. Обо всех локациях, короче, здесь данной картины информация небольшая. И, наконец, последняя страница. Такой вот небольшой артбук к фильму Pixar и Disney «Душа». Данная картина была удостоена Оскара за лучший анимационный фильм 2020 года. Такое вот издание для сети магазинов Target фильма «Душа». И это так же, как и «Холодное сердце 2», это американское издание. Наконец, третий фильм такой. Это картина 2021 года, но уже в более простом, в более базовом издании, но со слипом. Это картина «Раги и последний дракон». Еще один анимационный фильм Disney. Здесь у нас была представлена еще одна диснеевская принцесса Рая. Данная картина основана на мифологии народов Юго-Восточной Азии. Здесь также присутствует бумажка с кодом и 2 диска 4К и Blu-ray. Это американское издание фильма Disney
Рая и последний дракон. Таких вот 3 анимационных фильма от Disney, которые не выходили уже в России, поэтому эти все издания без русского языка, но хотелось бы их себе иметь в коллекции, чтобы смотреть с них с субтитрами. Вот таких вот 3 фильма появилось: «Холодное сердце», «Душа» и «Рай и последний дракон». 19, 20, 2021 годы. Далее переходим к еще одной анимации, но теперь уже анимации японской. И это фильм под названием «Акира». Это культовый японский анимационный фильм, культовое аниме, который снял режиссер Кацухиро Отомо, который также написал оригинальную мангу, которая снят данный фильм. Эта оригинальная манга есть у меня в коллекции на русском языке. Такое вот издание. Здесь 2 диска. Диск Blu-ray, который залочен на 2 зоны А и Б, и диск 4К, который не залочен. Наконец-то данная картина появилась у меня в коллекции, потому что манга была давно, а вот самого этого фильма, культового, известного, еще не было. Такой вот фильм под названием «Акира». Далее. Да, кстати, забыл показать, что к «Холодному сердцу 2» у меня есть флаер, который показывал в предыдущем видео. «Холодное сердце 2». Далее, следующая картина. Это фильм под названием «Джон Уик». Это картина Чада Стахельски с Киану Ривзом в главной роли. Продолжение истории Джона Уика. Это опять же американское издание. Здесь 2 диска. Диск Blu-ray и диск 4К. Далее код. Вот решил взять. Также собираюсь в будущем взять 3-ю и 4-ю часть. Но пока вот в коллекции есть 2-я часть. И также в коллекции есть и 3-я часть, которую показывал в предыдущем пополнении коллекции. Она у меня представлена в британском издании, в котором также 2 диска, 4К и Blu-ray диск. Таких вот 2 картины: Джон Уик и Джон Уик 2. И к Джону Уику у меня также есть такой вот флаер, где видим Киану Ривза в этом образе и с таким вот постером данной картины Джон Уик 2. Далее переходим от Джона Уика 2 к фильму, который связан несколько с франшизой Джона Уика. Возможно, это фильм режиссера Дэвида Литча с Шарлиз Терон и Джеймс Макэвой. То есть именно из этой картины режиссер первой части Дэвид Литч не участвовал с ним в данной картины, а он занимался с этой картиной «Взрывная блондинка». Также американское издание. Это шпионский боевик, в котором снялись Шарлиз Терон и Джеймс Макэвой. Здесь 2 диска, Blu-ray и 4К, без русского, как и все предыдущие иностранные издания, почти все. Такая вот картина «Взрывная блондинка». И к «Взрывной блондинке» также есть флаер. Видим, кино выходило 27 июля в России. Здесь видим Шарлиз Терон. И еще один кадр с Шарлиз Терон и с описанием данного фильма на русском языке. Фильм «Взрывная блондинка». Такое вот издание. Данная картина появилась у меня в коллекции. Далее.
Следующий фильм. Это фильм по повести Стивена Кинга, в котором снялись некоторые известные и неизвестные актеры. Но здесь из известных здесь есть фамилии Ривера Феникса, Кори Фельдмана, Кифера Сазерленда. Такая здесь информация об этом фильме. Здесь также 2 диска. Здесь уже никаких кодов нету, они здесь не заявлены. 2 диска, Blu-ray 4К. Приобрел себе данный фильм Роба Райнера из-за того, что данный фильм является еще одной экранизацией повести. То есть это одна из повестей из сборника Стивена Кинга «4 сезона», к которой относятся также фильмы «Побег из Шоушенка» и «Способный ученик». Эти 2 фильма у меня в коллекции есть. А вот этого фильма, который в России выходил только на ВХС, то есть русскому только на ВХС официально выходил, поэтому взял себе такое вот иностранное издание, без русского языка, «Останься со мной». Такой вот фильм. Далее предпоследний 4К в коллекции сегодня, который появился. Это картина Джосса Уидона, продолжение сериала «Светлячок» под названием «Миссия Серенити», также американское издание. Здесь видим описание фильма. Здесь также 2 диска, бумажка с кодом. И здесь, как обычно бывает у изданий американских Universal, Blu-ray диск с такой вот зеркальной накаткой, а 4К диск уже с нормальной накаткой, с нормальным изображением. Это фантастическая картина, так же как и оригинальный сериал «Светлячок». Фильм Джосса Уидона под названием «Миссия Серенити». И, наконец, последнее 4К издание сегодняшнего видео, которое хотел бы вам показать. Это фильм «Властелин колец. Война Рахиримов». Это такой приквел к серии «Хоббит» и «Властелин колец» анимационный. Это официальный фильм, входящий в эту франшизу. Фильм анимационный. Кроме того, его режиссером выступил японский режиссер, поэтому также можно это назвать аниме частично. Такое вот издание. Получил его достаточно недорого. Он стоил открываем. Здесь у нас код присутствует. И здесь только в этом издании 1 диск, а именно 4К диск. Как зачастую бывает в последние годы в американских простых изданиях фильмов от Warner Brothers. И данный фильм одобрен Питером Джексоном, который снимал «Властелин колец» и «Хоббит». Здесь Питер Джексон выступил исполнительным продюсером. Анимационный фильм «Властелин колец. Война Рахиримов». Такое вот издание. И это были все 4К диски на сегодня, но иностранные издания без русского языка еще остались, поэтому переходим к ним. И самое интересное из них будет первым. Это мультипликационный сериал, анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на помощь» в формате Blu-ray. 6-дисковое издание, все 65 эпизодов. Это единственный анимационный сериал Disney 80-х-90-х годов, который вышел в формате Blu-ray. То есть «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Меч Гамми», там «Аладдин» и другие такие сериалы. Они в формате Blu-ray не выходили, а вот этот фильм вышел. Точнее, этот сериал анимационный Disney вышел. И здесь 6 дисков с такими простыми традиционными накатками для Disney синего цвета. 3-й диск, 4-й диск, 5-й диск, 6-й диск. Здесь на каждом диске по 11 серий примерно. Ну да, на всех по 11 серий, кроме последнего, где 10 серий. Итого получается 65 всего серий на данном издании.
Давно хотел себе в коллекцию и приобрел такой вот анимационный сериал от студии Disney «Чип и Дейл спешат на помощь». Далее, следующая картина. Это фильм Брайана де Пальмы, в котором снялся Аль Пачино и Шон Пенн. Известная картина Брайана де Пальмы под названием «Путь Карлито». Это американское издание данного фильма в формате Blu-ray. И здесь такая простая, традиционная для универсаловских американских изданий накатка. Фильм Брайана де Пальмы «Путь Карлито». Далее следующая картина. И это фильм, который называется «Основной инстинкт». Это фильм Пола Верховена. Известная культовая картина, известный триллер эротический. Здесь снялись в главных ролях Майкл Дуглас и Шерон Стоун. И появился у меня в коллекции за недорого такое американское издание. Здесь присутствует внутренний арт. Такая вот накатка у фильма. И данный диск, несмотря на то, что здесь нигде не обозначено, залочен на американский регион, на регион А. Фильм «Основной инстинкт». Далее, следующая картина. И это фильм под названием «Тюряга». Это фильм с Сильвестром Сталлоне. Данный фильм залочен, точнее, данное немецкое издание залочено на регион Б. Открываем. Здесь видим также регион Б. Такая вот накатка, которая отличается от обложки. И здесь видим обложку перевертыш, которая зачастую бывает у немецких изданий. И решил себе этот известный фильм с Сильвестром Сталлоне добавить в коллекцию. Картина называется «Тюряга». Идем далее. И следующий фильм — это картина Джона Лэндиса под названием «Поменяться местами». До этого у меня этот фильм был на DVD, но увидел его на Blu-ray за недорого. Решил взять. Здесь снялись в главных ролях Дэн Эйкройд и Эдди Мерфи. Такая вот накатка диска данного издания. И здесь все нормально. Диск не залочен. Проблем с этим нету. Такой вот фильм Лэндиса, Джона Лэндиса, под названием «Поменяться местами». Еще один фильм с Эдди Мерфи в коллекцию. Далее идем. И следующая картина — это фильм с Джимом Керри, который до этого у меня был также на DVD, но увидел за недорого у этого человека, что я продал «Поменяться местами», и данную картину. Это фильм Лемони Сникет «33 несчастья». Видим Джима Керри, других персонажей данной картины, детей из данного фильма. Данный диск тоже американское издание, и он не залочен. Здесь предыдущий владелец данного издания также добавил российское издание на DVD данного фильма. Лемони Сникет «33 несчастья». Такое вот издание этого фильма с Джимом Керри появилось у меня в коллекции. Далее, следующая картина. Это последнее на сегодня издание. Здесь я точно не могу сказать, это, возможно, не оригинальная обложка. Не оригинальная обложка, потому что открываем. Здесь видим британский диск. Здесь залочен регион Б. А здесь явно обложка американская, поэтому, скорее всего, обложка не оригинальная. Но сам фильм лицензия. Здесь проблем нету. И это фильм под названием «Молодые стрелки». Здесь снялись Эмилио Эстевис, Кифер Сазерленд, Лоу Даймонд Филлипс, Чарли Шин, Дермонт Мулрони и Кейси Симашко.
такие вот актеры. Известная картина, известный вестерн, в котором также был небольшое камео Тома Круза. Фильм под названием «Молодые стрелки». И это был последний Blu-ray без русского языка и последнее иностранное издание, которое я хотел вам показать. И осталось еще 7 российских изданий, которые появились у меня в коллекции. И первые два будут в слипах. Первая картина — это фильм режиссера Фрэнсиса Лоуренса с Дженнифер Лоуренс в главной роли под названием «Красный воробей». Издание в слипе. Под слипом другая обложка. Но накатка данного издания простая, которая была у фильмов 20 века Fox в последних изданиях их. И для этого фильма у меня также в коллекции есть такой вот флаер. Здесь видим Дженнифер Лоуренс. Видим такое же изображение, как на обложке основной. И здесь видим персонажи данной картины и небольшое описание. Фильм под названием «Красный воробей». Следующее издание, и также издание в слипе, это фильм с актером Джонни Ноксвиллом, известным по передаче «Чудаки» и по серии фильмов на основе этой передачи. Фильм под названием «Точка отрыва». Давно себе хотел в коллекцию данный фильм и все-таки решил приобрести. Так, такое же оформление у нас здесь, как и на слипе. И простая накатка. Фильм от Paramount. Такой вот фильм появился в коллекции с Джонни Ноксвиллом под названием «Точка отрыва». И осталось еще 5 изданий, которые уже обычные российские издания, не в Амареях. Первый из них — это фильм от режиссера Джо Карнахана с Лимом Нисоном в главной роли под названием «Схватка». Еще один фильм с таким названием в коллекции появился у меня в этом месяце. То есть был фильм Майкла Манна «Схватка», а это фильм Джо Карнахана с Лимом Нисоном. Также называется «Схватка». И такая вот здесь накатка данной картины. Фильм под названием «Схватка». Далее. Следующая картина. И это фильм, который давно себе хотел в коллекцию, но что-то не приобретал. Это фильм под названием «Фантастическая четверка». Вторая часть «Вторжение серебряного серфера». Вторая часть дилогии из 2000-х годов про фантастическую четверку. Здесь видим рекламка с разными изданиями, большинство из которых у меня есть в коллекции. То есть из того, что представлено на данной картине, у меня есть все фильмы. А из того, что представлено здесь, у меня нету только 12 раундов и Электры. Остальные все картины, которые представлены на этой рекламке, у меня есть. И здесь присутствует внутренний арт с этим самым серебряным серфером. Фантастическая четверка — «Вторжение серебряного серфера». И, конечно же, в коллекции есть и первая часть. Такое вот издание. И в этом издании также есть внутренний арт с персонажами данной картины. И теперь это дилогия из двух фильмов. «Фантастическая четверка» и «Фантастическая четверка. Вторжение серебряного серфера» у меня собрано в коллекции.
Далее, следующая картина, и это еще одно издание от 20 века Fox. Фильм под названием «Короли улиц». В этом фильме снялся известный актеров Киану Ривз, также Форест Уитакер, Хью Лори, Крис Эванс. А снял данную картину Дэвид Айер. Поэтому решил себе приобрести в коллекцию данный фильм. И видим здесь Киану Ривза на накатке данного издания. Здесь уже нету внутренних артов. Фильм под названием «Короли улиц». Далее, следующая картина. И это фильм ужасов под названием «Тело Дженнифер». Здесь у нас в главных ролях снялись Меган Фокс и Аманда Сейфрид. Здесь две версии, расширенная и кинотеатральная версия. То есть вы видели на рекламе данный фильм. И вот решил себе наконец данный фильм ужасов приобрести в коллекцию. И у этого издания также присутствует внутренний арт с одной из героинь данной картины. Фильм под названием «Тело Дженнифер». И, наконец, последнее кино, которое хотел сегодня показать вам. Это фильм про боевое искусство, который называется «Красный пояс». Здесь снялись некоторые известные актеры и менее известные актеры. Вот Чиветель Эджиофор, Тим Аллен и другие актеры известные и неизвестные. Такое вот издание от Sony. И здесь диск, который был напечатан на австрийском Sony DATS, поэтому здесь накатка на английском языке. «Красный пояс». Такой вот фильм появился у меня в коллекции. И это последняя картина, которую хотел вам сегодня показать. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока-пока.